Приветствую, друзья! Пройдемся по ключевым событиям, самым главным к этому часу. Что произошло сегодня ключевого? Луганск под контролем Российской Федерации. Снова достаточно регулярно он попадает под контроль Российской Федерации, если верить заявлениям Российской Федерации. Беларусь готовится к войне. Спор Ирана и Трампа о перемирии. Трамп недоволен НАТО. Скачок цен Apple Card. Возможно, IPO SpaceX. Блокировки iCloud в России. Напряжение Российской Федерации и Армении по поводу, конечно же, Карабаха. Пройдемся теперь подробнее об этих новостях, что известно. Не забудьте подписаться, если этого еще не сделали, это помогает каналу развиваться. Ну а я со своей стороны приступаю. Россия вновь заявила, что установила полный контроль над Луганской областью Украины, напоминая свои прежние заявления о захвате региона еще в 22-25 годах, то есть процесс достаточно регулярный. Киев такие притязания считает незаконными и не признает изменения границ. В соседней Беларуси Александр Лукашенко на совещании с военными заявил: уважаемые товарищи, прекрасно знаете, как и ожидалось, на повестке сегодняшнего совещания итоги комплексной боевой готовности соединений и воинских частей наших вооруженных сил. Я планирую эту нашу встречу и совещание провести в абсолютно откровенном ключе. Приглашены все заинтересованные и незаинтересованные, члены Совета Безопасности. Практически ничего не скрываем. Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная. И здесь самое главное, особенно для руководителя нашего генерального штаба, который до сих пор якобы не понял, эта проверка проводилась в условиях военного времени или мирного времени. Павел знает, о чем идет речь. Так вот, я отвечаю на его вопрос и заостряю на этом внимание. Мне эти проверки в условиях мирного времени, трата денег, лишних денег у нас нет. Мы готовимся к войне, на то мы и вооруженные силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать. Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна. Как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние президентом в условиях военного времени. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. Страна готовится к войне и нельзя рассчитывать на мирное время. По данным белорусских и украинских медиа. На фоне военного конфликта с США и их союзниками президент США Дональд Трамп публично заявил, что якобы иранское руководство обратилось к Вашингтону с просьбой о прекращении огня. Однако иранские власти через МИД и других высокопоставленных лиц назвали это заявление ложным, подчеркнув, что они не просили о временном примирии, а добиваются полноценного окончания войны и гарантии безопасности. Я так понимаю, что поправили его в форме изложения, а не опровергли заявление. Параллельно Трамп продолжает давление на союзников по НАТО. В недавних выступлениях он назвал альянс бумажным тигром и допустил пересмотр членства США, что усиливает напряжение между Вашингтоном и европейскими столицами на фоне конфликта с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио также говорил о возможной переоценке отношений США и НАТО. В России резкий рост цен на подарочные карты Apple объясняется ограничениями и дефицитом. Официальная работа сервисов Apple в стране сильно сокращена из-за санкций. Спрос частично ушел на серый рынок, где предложение меньше, а риски выше. На этом фоне средства массовой информации сообщают, что Apple начала чаще блокировать аккаунты россиян при попытке смены региона, Apple ID или при несоответствии платежных данных требованиям санкционного законодательства, после чего разблокировки могут требовать документы. Компания SpaceX Илона Маска, по данным западных деловых средств массовой информации, рассматривает возможность первичного размещения акций с оценкой до $1,5 триллиона, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории и превзойти рекорд
Саудидай Арамко. Обсуждаются ориентировочные сроки на 26 год, однако окончательное решение и параметры размещения пока не подтверждены официально. Во внешней политике вокруг Армении продолжаются напряжения. Владимир Путин предупредил, что Ереван не сможет одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и оставаться в евразийских интеграционных структурах под эгидой Москвы. То есть надо выбирать либо одно, либо другое. Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения фактически прекратила участие в работе ОДКБ. Страна не вносит предложения, не участвует в подготовке документов, что, по его словам, уже перешло точку невозврата. Ну и основной акцент также надо добавить, да, напомнить, что есть ориентированность на население Армении, которое недовольна ситуацией с Нагорным Карабахом, и то, что Россия оказалась абсолютно безучастна в этой ситуации. Это и ставится на вид, и, собственно говоря, не скрывается, а прямо так Путину и было сказано на официальной встрече. Такие новости к этому часу. Со своей стороны пишите, как вы это видите, либо что-то хотели бы рассмотреть более подробно. Я в основном смотрю на криминальную сторону, через криминал смотрю на то, как правительство, государство заботится о своем народе. То есть у меня такая призма, скажем так, от защищенности людей уже к вопросам, которые решаются на международном уровне. Тем более, что международная организованная преступность также существует, с ней где-то борется, где-то не очень, а где-то очень подозрительно ее игнорирует. Такие тоже факты бывают, это как бы основная, скажем так, основное направление моего внимания, но в любом случае мы должны знать, что происходит вокруг, и я считаю это очень важным. Если вы считаете так же, ну, пишите, либо, еще раз, как было сказано, ориентируйте, давайте быть на диалоге. Можно и поспорить, ибо в споре, спор вообще самое святое, что может быть и что дано человечеству, в споре рождается истина, так что призываю вас, спорьте, аргументируйте, ну, либо говорите, что разделяете точку зрения, что тоже, в общем-то, неплохо. Увидимся, самое главное, берегите себя.